Представьте, часовня 15 века, а внутри лучшие умы планеты. И одна очень смелая идея. Темой лекции стало утверждение физика Джона Уиллера. И звучало оно как вызов «все избито». В зале собрался весь цвет науки — физики, биологи, даже нобелевские лауреаты. Главная мысль — все вокруг — это информация. И для ее иллюстрации лектор взял обычное яблоко. Ведь яблоко — это древнейший символ знания, начиная еще с библейской истории. Именно упавшее яблоко натолкнуло Ньютона на мысль о законе всемирного тяготения. А его изогнутая форма — идеальная метафора для пространства-времени Эйнштейна. Ну а внутри — генетический код, по сути, программа для создания новых яблок. И вот тут прозвучал главный вопрос: так сколько же информации в этом яблоке? Что такое бит? Это простейший выбор из двух вариантов — 0 или единица, да или нет. Казалось бы, число состояний бесконечно. Но нет, квантовая механика говорит, оно конечно. Расчеты дали невероятное число — 10 в 25 степени. Это просто гигантская цифра. Лектор записал число на доске, поворачивается, а яблока-то и нет, просто испарилось. После шуточной забастовки лектора один инженер спас положение. Новое яблоко нашлось. И тут вмешался нобелевский лауреат Мари Гелмен с одним, но очень важным вопросом. Ведь биты могут быть равны по количеству информации, но совершенно не равны по ее качеству. Например, бит ДНК и бит случайного колебания атома. Согласитесь, разница огромна. Так что ценность бита, его «да» или «нет», целиком и полностью зависит от контекста. И это подводит нас к невероятной идее. Что если вся Вселенная — это гигантский компьютер? В такой модели каждый бит — не просто данные, а инструкция, которая меняет другие биты. Лекция подошла к концу, и тут кто-то из зала буквально набросился на лектора из-за яблока. Это был Дуэн Фармер, один из создателей теории хаоса. Ему было нужно это яблоко. Завязалась настоящая борьба. Ученые покатились по полу, переворачивая стулья. Начался хаос. И посреди всего этого беспорядка яблоко снова пропало. Просто исчезло. И это оставляет главный вопрос. Если яблоко — это информация, то куда же делись все его биты?